Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вестника Кавказа, и мы продолжаем говорить о главных событиях в мире футбола. И, конечно, один из самых важных, значимых событий на прошедшей неделе это был матч ЦСКА и московского Спартака. Эти матчи всегда интересны, это настоящее дерби, одно из немногих, которое сохранилось в нашем футболе, на мой взгляд, которое всегда проходит очень интересно. Мне кажется, даже значимость его растет с каждым годом. Да. Единственное, что о чем нужно сказать в самом начале, это то, что, к сожалению, на матче не было аншлага. Несмотря на то, что матч проводился в Химках, небольшой стадион, но ввиду разных там хитросплетений, политических и так далее, матч проводился фактически при полупустых трибунах. Хотя, конечно, по сюжету матча, по тому, как развивались события, мне кажется, что любой уважающий себя болельщик, даже если он не болеет конкретно за одну из этих команд, с удовольствием бы этот футбол посмотрел. Что ты думаешь, во-первых, вот в связи с этой ситуацией с болельщиками, и о самой игре? Мне удалось попасть на матч, получил массу впечатлений. Мне показалось, что два фактора сыграли против аншлага. Первый фактор – это дорогие билеты. Вот на тот сектор, куда не проданы оказались билеты, они стоили чуть ли не до 5000 рублей, от 1500 до 5000 на центральный сектор. Это, наверное, отпугнуло. И, что кажется мне даже важнее, то, что ГУВД по Московской области постоянно перед матчем нагнетало какой-то нездоровый ажиотаж. И вот последнее, что мне кажется, просто отвратило болельщика от этой встречи, заявление о том, что за полчаса перестанут пускать на трибуны. Там вообще очень плохая пропускная система, очень плохая. Болельщики об этом знают. Доехать на стадион тяжело, с пробками. То есть получается, что люди прикинули, это либо надо выезжать рано утром, в 9 или 10, чтобы добраться, и тогда уже тебя гарантированно запустят на трибуны, или вообще не выезжать. И вот эти два обстоятельства, такая активность органов правопорядка, причем агрессивное поведение, напугали болельщиков и цены на билеты. То есть в совокупности очень много обстоятельств работало против зрителя. И мне кажется, это в какой-то степени символично. Весь сезон показал, что участники футбольного процесса, менеджеры, игроки, тренеры, болельщики, фанаты радикального толка не сосуществуют, а существуют как бы в раздельных мирах, отдельно друг от друга, услышать друг друга не могут. Ну и плюс органы правопорядка, которые, мне кажется, что тоже абсолютно не заинтересованы в посещаемости матча. Вот это было грустно. А сам футбол, конечно, был выдающийся, сказочный. Здесь по поводу первого должен сказать, что, в общем, правоохранительные органы в данном случае действительно им лучше, если вообще никто не будет ходить на футбол и ничего не будет происходить, для них это будет спокойно, тихо и мирно. Да. Все. Здесь, наверное, все-таки надо другими методами решать эти проблемы. Что касается самого матча, действительно фантастический футбол, невероятное развитие сюжета. Московский Спартак открывает счет, ведет, потом удаление у армейцев, и тут вдруг игра переворачивается, армейцы забивают 2 мяча, потом 3. Многие после матча обвинили Карпина в том, что он проиграл эту игру тактически. Я абсолютно с этим не согласен, знаю, что и ты с этим не согласен. Да, на твой взгляд, почему, во-первых, такое мнение появилось, на твой взгляд, и все-таки что сыграло вот в пользу армейцев, почему им удалось этот матч, который, в общем, равно развивался в какой-то степени, все-таки выиграть, причем убедительно? Можно сказать о том, что Карпин вчистую выиграл первый тайм. Почему-то об этом забывают. ЦСКА фактически не было на поле. Да, было 2 опасных штрафных, которые ЦСКА не реализовал. Ну и так были еще острые ситуации, но все равно Спартак доминировал, Спартак контролировал ход игры. ЦСКА играет очень высоко создает линию. Самое большое количество офсайдов у соперников именно в матчах против ЦСКА. А здесь получилось, что Спартак эту линию сломал, подбора совершенно не было у ЦСКА. То есть армейцы были неузнаваемы. И это заслуга Карпина и красно-белых. И я думаю, что сейчас под готовый результат очень требовательные болельщики Спартака подверстывают некие отдельные наблюдения. Да, очень слабо сыграл Майданом
особенности во втором тайме, не использовал моменты, можно говорить о том, что Карпин ошибся, выдвинув его на позицию Алекса. Но с другой стороны, мы же не видели тренировочный процесс, мы не знаем, кто в каком состоянии был, были ли другие варианты. Мне кажется, что решающий фактор в поражении – это психология. У ЦСКА, мы об этом говорили же по ходу наших передач, очень специфическая психология. На Нальчик в полной мере они настроиться не в состоянии. На топовые клубы, которые являются основными конкурентами, команда всегда настраивается, за исключением первого матча с «Зенитом». Весной где-то что-то необъяснимое произошло. То есть у ЦСКА, когда был удален Шемберс, наверное, возникло ощущение обиды, возникло ощущение заговора вселенского, и они показали сверхмотивацию. Очень характерный пример. Слуцкий рассказал о том, что Секу вообще очень мало бьет по воротам. Он дриблер замечательный, на скорости умеет проходить, но вот почему-то бить по воротам он не любит, у него плохо получается. Бывает такое даже у классных футболистов, они на другое заточены. И Секу здесь мощнейшим образом пробил, и после этого, собственно, счет сравнялся. То есть это говорит о том, что футболисты ЦСКА были сверхмотивированы. Человек в экстремальных ситуациях может сотворить такое, что он в повседневной жизни не может сделать. И вот как раз это произошло с... Вообще после удаления было ощущение, что как раз это ЦСКА как-то взбодрило. Они действительно так, добавили и в агрессии, и главное в нападении. Эта агрессия выливалась не просто там в нарушение правил там, или какой-то немотивированной грубости, а наоборот, какой-то агрессии со знаком плюс. Да. Тот же вот второй мяч, да, когда на себя взял игру нападающий, просто на носовом платке, как в футболе говорят, обыграл в штрафной площадке. Такая наглость со стороны Думбия взять игру на себя, уйти к линии ворот, обыграть один в один. Причем в сторону линии ворот обыграть. В сторону линии ворот обыграть. Это, конечно, наглость. Я бы еще вот какое обстоятельство отметил. У ЦСКА на протяжении нескольких лет есть костяк из русскоязычных футболистов. Меняется креативная группа, приезжают, уезжают бразильцы, но вот этот костяк сохраняется. И этот костяк в решающих матчах проявляет характер. Да, забивали легионеры в этой игре, но, повторюсь, основа ЦСКА – это вот люди, которые уже 5-6 лет играют. У «Спартака» все-таки в последние годы была очень серьезная ротация состава. Я в данном случае не говорю об игровых связях, я говорю о человеческих связях. Они, наверное, еще в «Спартаке» в полной мере не состоялись, эти самые связи. Ведь в критической ситуации, в которой оказался ЦСКА, очень важно, чтобы люди верили друг в друга, да, чтобы они ощущали единым целым. Вот у подопечных Слуцкого это получилось, у спартаковцев нет в полной мере, и мне кажется, это потому, что еще нужно некоторое время для того, чтобы люди просто друг с другом пожили на базе, что называется. Вот, поэтому я бы не стал Карпина обвинять, мне кажется, это чрезмерная требовательность, максимализм спартаковских болельщиков, и все время не устраивает уровень специалистов, которые работают с командой. А кто пойдет работать в коллектив, у которого не получаются решающие матчи уже несколько лет, у которого все время какие-то проблемы? Я думаю, что Карпин молодой растущий специалист, и если их такой специалист устраивает, то они вообще без тренера останутся. Ну и в конце этого сюжета я должен признать, что наш спор выиграл ты, потому что мы по поводу того, что ЦСКА будет серебряным призером. Я все-таки ставил на Рубин, на его вот эту стабильность и так далее, но креативность и потенциал ЦСКА все-таки сказал свое, и они в абсолютно честной борьбе, что очень приятно, завоевали серебряные медали этого чемпионата, будут выступать в Лиге чемпионов гарантированно, и если все так и сохранится, удастся сохранить костяк команды, удастся сохранить всех футболистов, Вагнера, в первую очередь. Да, приобрести каких-то новых. Я надеюсь, что ЦСКА в Лиге чемпионов в следующем сезоне выступит достойно. Но я напоминаю, что в студии Вестника Кавказа Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе мы продолжим говорить о главных событиях в мире футбола.